На протяжении целой недели мы активно педалировали, чтобы наконец-то вырваться из цепких лап урбанизации и вовсю насладиться природой. И вот природа приняла нас с распростертыми объятиями. Бесспорно, лучшее время в походе – это тихое и уютное утро на природе, когда вылезаешь из палатки, а снаружи лепота и отличная погода. В такие моменты душа напитывается солнечным светом и начинает сиять уже изнутри, наполняя грудь теплом и радостью. И даже мелкие поломки не способны омрачить твое настроение. Подумаешь, подножка. Кругом полно деревьев, к которым можно прислонить велосипед на стоянке. И вот, наконец-то мы в заповеднике. Хочу воды налить. Еще в Стерлитамаке нам обещали кучу природных родников. Вот они. Холодненькая? Ледяная. Офигеть. Ты что, прям не боишься так пить? Сейчас таблетку шарахну. Боже. Спасибо. Наши городские пищеварительные системы не привыкли к такой воде. Поэтому мы сейчас их подготовим. Адаптируем. Про абсорбенты с лактобактериями для профилактики отравлений мы вам уже рассказывали, но повторение – мать учения. Лично мы используем лактофильтрум. Ой, боже, какая же она все-таки холодная, прям аж зубы сводит. Ага, офигенно. Прям И лед. реально никаких привкусов, просто такая чистая вода. Мы уже не охотимся за магазином, у нас есть отличнейшая ледяная вода. Местным бабочкам понравились наши яркие костюмы, поэтому они постоянно кружили вокруг нас, вероятно, думая, что мы цветы.
На местных жителей наш внешний вид производил схожее впечатление. Они очень удивлялись велотуризму, который, судя по всему, здесь был в новинку, так как в основном люди передвигались здесь на машинах. Чтобы ребят понимали, что тут все серьезно. Ближайший километр мы будем подниматься на 6% горку. А мы уже задолбались. Ну, мы сейчас с тобой. Как всегда. Ну, а что ты хотел? Вон, видишь, какие горы вокруг? Уже даже скалы, вон, с камнями. Мой велосипед активно избавляется от лишних деталей. На этот раз защита отлетела. Как это называется по-научному? Я забыл, как эти кружки с зубами называются. Кольца, не кольца. Что кушаем? Сосиску в тесте. Я теперь понимаю, почему местные крутят у виска пальцем или восхищаются нашей задумкой. Тут на велике практически нереально крутить. Подъемы, 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 подъемы. И только пешком ходить. Я нашла еще один способ использования дождевика, но уже немножко в других целях. Я же не могу голыми ногами выйти на горячие камни. А на дождевичок могу. Как хорошо. После нескольких часов педалирования погрузить ноги в прохладную воду было настоящим кайфом. Но почти незамедлительно мы подверглись нападению местной фауны. Тихо, ты чё? Может, он думает, что это червячки? Я тут пальцами шевелю. Они мне жрут ноги. Меня, походу, покрупнее особь кусанула. Да? Это же самый настоящий пилинг ног рыбками. За эту косметическую процедуру в Москве, между прочим, платят немалые деньги. А тут, на природе, она совершенно бесплатна и приносит пользу как нам, так и рыбкам. Также мы решили намочить свою одежду, чтобы еще ненадолго спастись от палящего солнца. Как-никак, плюс 38 на градуснике. Жарища! Нашли мы, значит, тут вот такого вида еще один питьевой источник. И тут такая решила залезть, набрать воды. Вот ее следы. Тоски как туда прыгнула и пью по щиколотке. Вот сейчас ее уже отмыли. Меня на самом деле больше всего поражает, что реально питьевая вода, вот так вот едешь, и как будто просто это, как она там, сточная канава. А на самом деле в ней питьевая чистейшая вода. Офигеть. Мы уже весь день эту воду пьем, и все отлично. О, опять поехал. О, еще.
Все, счастливо. Да, Спасибо. Посмотрим вас обязательно. Хорошо вам доехать. Забравшись на вершину горы, мы попытались запустить коптер, чтобы получить красивейшие кадры долины с воздуха. Но автоматика отказалась с нами сотрудничать, так как, по ее данным, мы находились на высоте более 3 километров, что превышало лимит высоты взлета. О, какая красота. Закат. Вот мы, кстати, въезжаем в самый медвежий край, Бурзянский район. Нам только что сказали, что если где-нибудь вы встретите медведей, то вот именно здесь. Вот это да! Туманы спускаются в долину. Мы только что въехали в Бурзянский район. Я, честно говоря, я даже не знаю, сколько нам осталось до ближайшего села. Ну, что есть там? Колбаску чуть-чуть, пару бананцев, 2 дошика. И там 4 пакетика этой бесполезной горячей кружки. Больше ничего нет поесть. И попить нет. Попить полбутылки осталось. Время уже без 15:09 вечера. Я очень надеюсь поставить палатку до 10, но что-то с каждой минутой эта надежда все больше тает. Мне кажется, что нам придется ставить ее, не доезжая до сел. Мы в Бурзянском районе, который самый знаменитый на тему медведей. Ой-ой. Ой-ой. Тяжелый сегодня был денек. Чаечек успокаивает. Сейчас еще пустырничку попьем, чтобы спать как младенцы. Мы на краю деревни. Я уже забыл, как она называется. Инзеру. Завтра вспомним. Это не важно. Да. Классический велосевидж. Так быстро? Починено. Починено. Ой. Пока ехали, у меня на багажнике началось все жужжать опять. Я думаю, неужели опять сломался, опять в том же месте. Смотрели, выправляли, так что-то и никак не могли понять, в чем проблема. И вчера мы буквально, когда уже спускались с горы и наткнулись на источник воды, Алекс посмотрел и увидел, что у меня болта нижнего нет. Вот здесь болта не было. Мы с собой запчасти-то взяли от нового багажника. И вот...
наверняка тут что-нибудь без Яндексовое есть опять. Сейчас попробуем башкирскую медовуху. А она из местного меда? Да. Домашний, видишь, осадок? Клево. Мы выпили 1,5 литра местной башкирской медовухи на местном башкирском меду. Меде или меду, как правильно? Меде. Меду. Неважно. Короче, мы нахуй сейчас просто не сможем ничего крутить. Согласно старому поверью, медовуха голову оставляет ясной, но при этом ноги делает настолько ватными, что на них даже стоять невозможно. Не то что крутить педали. Но в моем случае что-то пошло не так. Му! Не му. Well, I'm no one's fool. I'm no one's Миф разрушен. Хотя... Вон туда с самого низа мы сейчас пешком велики волокли. И нам дальше опять наверх. Мы не пасечники, мы велосипедисты. А на Комарнике это тема. Тем временем на небе появились тучи и начался дождь. В другое время мы бы расстроились этому, но здесь и сейчас он хорошо охлаждал нас в пути. А путь мы держали в настоящий туристический кемпинг заповедника Шульганташ. Хотелось попробовать на себе, что же это такое в конце концов, цивилизованный туризм. Ёлы-палы, ни хрена себе, они что тут, спорткомплекс олимпийский что ли строят? Доехали до Шульганташа, а нас тут уже слышали. Поэтому к нам возник повышенный интерес у слегка переотдыхавших туристов. Вот она, обратная сторона славы. Я тебе говорю, не зря наличку снимала. Здесь вообще карты не принимают нигде. Никогда в жизни не был в палаточном лагере. Сейчас посмотрим, как это. Стояночное место в кемпинге стоило 200 рублей с человека. И в эту стоимость входило костровое место, столик с навесом и уличный туалет типа сортир. Неплохой пак. Невероятный приколдес. Мы впервые в жизни будем ночевать в настоящем кемпинге. Невероятно. Алекс добывает дрова. Тут костровое место у каждой беседки. А тут у каждого кострового места брошенные куски, недогоревшие. Нам шашлыки не жарить, нам и столько хватит. Чё добыл? Оно даже еще теплое. Кто-то недавно отдыхал, наверное.
Чем занимаются велодикари, когда приезжают на отдых в цивилизованный туристический кемпинг? Может, отдыхают? Нет. Собирают цивилизованный туристический мусор. Дикари же. Но не могу я отдыхать в куче мусора. В дикой природе, где мы обычно разбиваем лагерь, такого нет. Тут слишком много мусора. Вот что они за люди такие, а? Свиньи. Тут маленькая такая, достаточно уютная часть природы. Все засрали. Рассказываю правду о таких вот стоянках. Из-за того, что вот там вот находятся туалеты, мы сейчас вот здесь вот под навесиком сидим и слышим запахи с этих туалетов. Я разожгла костерок, чтоб так не воняло. Как бы то ни было, во всем можно найти позитив. Наступил вечер. Шумное поселение постепенно затихало, любуясь закатом перед сном, и на душе снова становилось уютно. Может быть, кемпинг и не такое уж плохое место. Ребят! А можно потише? Тут люди вообще-то спят. Пу-пу-пу. Ясно. Куда мы идем, Тусь? Добыли водички. Пойдем по-человечески. Выпив традиционный утренний кофе, мы пошли в кафешку, чтобы позавтракать как отдыхающие. Но там нас привлекло одно интересное местное развлечение. Спасибо, спасибо. Агидель, или же Белая, самая крупная и знаменитая река в Башкирии. Именно вдоль ее берегов и проложена дикая часть нашего маршрута, а также в честь нее назван наш фильм. Но ехать вдоль нее нам показалось мало, поэтому мы пошли... На зиплайне кататься. Страшишься? Страшусь. Крутец. Следующий. О боже. Все, ты уже боишься? Конечно. Там скорость. Ну, поехали. У-ху-ху! Ни хрена себе! Смотри-ка, даже не завизжала, как девчонка. Я пыталась, но это было очень быстро. Я не успела. Ну, каково тебе? Прикольно. Здесь ничего не надо делать, просто катитесь, все. Полетела. Поехали. Мы прокатились на зиплайне. Я вот впервые в жизни. Вот
было не так страшно, как я думала. Там же невысоко, а издалека кажется, что высоко. Не, ну это прикольно, кстати. Может быть, если нам когда-нибудь попадется здоровенный зиплайн, уже будет не так страшно. Наша миссия по культурному отдыху выполнена. Пора возвращаться в дикие места. С каждым днем жара становилась все сильнее, а в районе полудня пекло особенно ощутимо. Продвигаться по маршруту становилось все труднее. Взбираясь на очередной подъем, мы повстречали на дороге детей. Здравствуйте, а вы не знаете, сколько километров до Кейкбая? Километра 4 или 5 вот в ту сторону. Когда это долго? Долго. А это что, остановка какая-то или что? Нет, мы просто сюда на машине приехали клубнику забирать, а машина уехала. Хотите, у нас есть вода? Возьмите, попейте. Оставить детей на пустом шоссе, где до ближайшего села было 4 километра, до такого еще надо было додуматься. Все? Напился? Напился. Молодец. Спасибо вам! Ну давайте, ребят, удачи вам. Сами мы помочь им не могли, но чуть выше по холму все же увидели стоящую в перелеске машину и людей с лукошками. Вероятно, дети по невнимательности ушли не в ту сторону. По крайней мере, мы скорректировали их направление верно. Здравствуйте, а не подскажете, где здесь магазин? Мы его проехали. Холодная вода, минералка и вот газировка 2-литровая. Мороженое есть, СССР есть, гигант 39 рублей. Очень сложно. Хоть тенечек. В тенечке постою. Мы вот тут уже 10-й день едем. Все деревни слушают рэпчик. В основном русский. Я вот сказал Туске, что я на самом деле таких песен могу наклепать за день по 5 штук. Вот пока поднимались, сейчас вот километр с лишним, мой мозг сплавило до уровня мозга среднестатистического русского рэпера. Текст сам пошел из души. Обычный совершенно бит такой. Вот, на него, значит, кусочек песни группы Ария, который да, все связано. Прям в самую первую фразу, самого первого куплета. Мы колесили по дорогам. Мы колесили по дорогам. А потом, короче, начинается такая прям пацанская такая читка начинается. Мы колесили по дорогам. Их было мало, было много. Меняли шины, тормоза. Меняли села, города. И там что-нибудь дальше, какую-нибудь такую же вот в этом же стиле чушь какую-нибудь наплести. И потом так. Мы колесили по дорогам. По дорогам колесили. Мы колесили по дорогам. Сколько шин пробили. Мы колесили. Ну и так далее. Короче, вот. Уже хит готов.
Мы доехали до старосту Хангулова. Хочешь прикол? Хочу. Это ловушка. Это ловушка? Это ловушка. Там идет дорога. И вот этот спуск, это вот это ответвление. Угу. Это вниз. Если мы сейчас туда спустимся, нам опять подниматься придется. Ну, слушай, здесь, в принципе, даже сразу видно, сколько подниматься. Это не шульгантаж тебя. Но вот только непонятно, как там ставить лагерь. Хочешь, на горе поставим? Мне вообще здесь нравится. Мне не хочется спускаться, потому что оттуда потом подниматься. Но там река. Там река. В итоге мы все-таки спустились в село. И там гуляющий с собакой парень вызвался показать нам место на берегу реки, где можно поставить палатку. Он с радостью проводил нас до туда и на прощание даже прочитал нам молитву о помощи в пути. Ветер страсти в лицо скрипит педаль, и бесконечное шоссе уходит вдаль. Массивы гор заставляют пред ними склониться и постоянно намекают нам домой не возвратиться. Люди разные нам по пути встречались. Одни шептали крейзи, другие восхищались. Если ты, мой друг, по жизни потерялся, скорее велик взял и в поход собрался. Меняли шины и стирали тормоза, мимо проплывали села, города. Их либо не было вовсе, либо было слишком много.